Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса «Фруктовая змейка с сумочкой». Итак, у нас с вами связаны две части сумочки, передняя и задняя. На передней части мы сейчас с вами вышьем апельсиновые секции белой плюшевой пряжи, ориентируясь по прибавкам в белом ряду. Вот они у нас прибавочки, здесь 7 штук их, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И от этих прибавочек, спускаясь к серединочке, вышьем белые рядочки. Итак, заводим иглу в ножке первой прибавки. Далее захватываем следующий ряд с лицевой стороны, и после этого ряда следующий ряд мы захватываем его с внутренней стороны, выводим иглу на лицевую сторону. И теперь с лицевой стороны этот ряд мы тоже захватываем, заводим иглу и с внутренней стороны захватываем следующий ряд. Захватили, вывели иглу, здесь слегка все хорошенечко подтягиваем, и также опять захват делаем с наружной стороны этот ряд, следующий ряд мы захватываем с внутренней стороны, выводим иглу на лицевую сторону и задним ходом захватываем этот ряд с лицевой стороны. Следующий ряд захватили с внутренней стороны, выводим иглу, захватываем этот ряд с лицевой стороны. И так до серединочки, до вот этой белой. Далее, теперь нам нужно вывести иглу так, чтобы подняться вот к этой прибавочке. Так. И теперь таким же методом, таким же способом поднимаемся наверх. Обхватывая ряды белой пряжи с лицевой стороны, с внутренней стороны. Итак, дошли до второй прибавочки. С внутренней стороны это выглядит вот так. И теперь, чтобы пройти к третьей прибавочке, мы сделаем так, чтобы не обрывать нить. Можно здесь отрезать нить, завязать ее на узелочке, зафиксировать на стеночке любой подходящей петли. А можно, не обрывая, протянуть нить сквозь столбики до следующей прибавки. Делаем это осторожно, чтобы не порвать эти столбики. Итак, дошли до следующей прибавочки, и теперь делаем все то же самое. Обхватываем все ряды с внутренней и с наружной стороны до белой серединочки. И так повторяем до конца, вышивая все секции, ориентируясь по прибавкам. Итак, все секции вышиты. С хвостиков пряжи снимаем плюш, фиксируем их на задней стеночке любой подходящей петли и лишнее отрезаем. Вот этот вот переход все-таки получился не таким и незаметным, но мы его постараемся спрятать хвостиком, начальным хвостиком, с которым мы начинали вышивать секции. Вот этот вот начальный хвостик, с него, кстати, можно было бы и не снимать плюш. Вначале обхватить вот эти вот петелечки, один столбик прибавки, вот здесь вот именно на переходе цветов, и вот этот вот одиночный столбик вот так вот захватить и друг к другу подтянуть.
И потом уже можно снимать плюш с пряжи. Либо же вот таким же голым хвостиком тоже можно сделать. Вот так вот слегка подтянуть. И они будут поближе друг к другу. И переход цветов не будет таким заметным. Теперь это нужно все зафиксировать узелочком. Далее свяжем боковые стороны, дно сумочки и ручку сумочки. И все мы это свяжем одной деталью. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок. Начальный хвостик можно чуточку оставить подлиннее, для того, чтобы потом его было удобнее прятать в сумочке. Набираем 5 воздушных петель. 4 основные и 5-я это у нас петля подъема. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Теперь в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4, воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем так до той длины, которая нам необходима. Я вяжу такую деталь длиной 75 сантиметров, и моя сумочка получается с ручкой длиной 34-35 сантиметров. Чтобы определить боковые стороны и дно сумочки, для этого необходимо связать изделие по вышесказанной и показанной схеме 4 столбика без накида плюс 1 воздушная петля длиной не меньше 40 сантиметров и высчитать 60 петель для обвязки по краю с одной стороны и с другой стороны, плюс 4 петли на конце изделия. 60 петель нам нужны для присоединения передней и задней частей сумочки. Высчитываем так. Я уже здесь поставила себе маркер, отсчитала предварительно. Высчитываем так. Сначала отсчитываем 59 петель. 1 петля в уголочек будет провязываться, 2 петля в углубление, 3 петля в уголочек, 4 в углубление и так далее. Доходим до конца. Здесь у нас 4 стеночки петель. За эти стеночки, за первую крайнюю мы вяжем 2 столбика без накида. Один из этих столбиков будет 60 петлей обвязки. Далее вяжем 2 столбика без накида. И в крайнюю петлю провяжем также 2 столбика без накида. И с этого края сделаем обвязку столбиками без накида в количестве 59, чередуя уголочки и углубления обвязки. И после того, как вы определите для себя 60 петель с одной и с другой стороны на вот этом изделии, и уже от этого можно отталкиваться и вязать ручку сумочки той длины, которая вам нужна. Можно ее сделать подлиннее, чтобы ручку сумочки накидывать на плечо, либо перекидывать через плечо, через голову, наискосок, кому как угодно. Итак, сделаем обвязку по краю боковых сторон и дна сумочки. Ручка у нас останется не обвязанная, останется вот такой вот с рифлеными краями. Хотя ее тоже по желанию можно обвязать столбиками без накида. Итак, заводим крючок и присоединяем рабочую нить соединительной петлей. Туда же провяжем первый столбик без накида. И вяжем так до конца изделия. Вяжем 59 столбиков без накида. Далее мы будем вязать за стеночку петли одну прибавку. Провяжем за одну стеночку петли 2 столбика без накида. Итак, я провязала 59 столбиков без накида. Подхватываю крайнюю стеночку петли и провязываю здесь на уголочке 2 столбика без накида за одну стеночку петли. Далее вяжу за следующую стеночку петли 1 столбик без накида. Далее подхватываю следующую стеночку петли, за нее вяжу 2 столбик без накида.
И здесь за крайнюю стеночку петли, за одну эту стеночку вяжу 2 столбика без накида. Провязала, и теперь с этой стороны вяжем обвязку столбиками без накида в количестве 59, чередуя уголочки и углубления изделия. Итак, обвязку закончили. Это лицевая сторона изделия. Поворачиваем ее изнаночной стороной лицом вверх. Берем переднюю часть сумочки и сейчас сделаем присоединение за вот эти вот 60 петель по кругу. Итак, прикладываем эти два наших изделия и, помогая крючком меньшего размера, протянем вот эту вот рабочую петлю в первую петлю сумочки. Протянули и возвращаемся к основному крючку. Вяжем соединительную петлю и туда же вяжем первый столбик без накида, первый столбик присоединения. И теперь вот так вот по кругу, провязывая все петельки, все 60 петель, делаем присоединение двух этих изделий. Итак, присоединили переднюю часть, далее присоединим ручку. Делаем это вот таким вот образом. Прикладываем ручку к боковой стороне сумочки. Здесь все выравниваем, чтобы ручка не скрутилась. Далее на конце ручки у нас 4 петли. И здесь с этого края у нас тоже 4 петли. И вот за эти петелечки мы сделаем присоединение. Сначала рабочую петлю протянем сквозь первые петли ручки и боковой стороны. Протянули, возвращаемся к крючку основного размера. Петлю затянули, вяжем соединительную петлю. И туда же, помогая себе крючком меньшего размера, вяжем столбик без накида. Провязали. Далее вяжем, подхватывая 2 петелечки, вяжем второй столбик без накида. Также вяжем 3 и 4. Провязали. И далее делаем присоединение задней части сумки. Все по такому же принципу. Итак, заканчиваем присоединение задней части сумочки соединительной петлей, рабочую нить протягиваем и со всех хвостиков пряжи снимаем плюш, фиксируем эти хвостики с внутренней стороны сумочки на стеночках любых подходящих петель, лишнее отрезаем. Еще эти хвостики можно зафиксировать горячим клеем. Завязываем бантик, и наша сумочка в апельсиновой расцветке полностью готова. Продолжим наше вязание уже в следующей части, поэтому кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью, заключительную часть видео мастер-класса «Фруктовая змейка и сумочка». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!